Что-то прохладненько стало. Доброе утро, друзья. Что-то под утро стало прохладно. Надо, наверное, быстренько сбегать за дровами. Еще по темному я забросил последнюю партию дров. И дрова закончились. На улице бешеный ветер и мороз. Я думаю, не меньше 5-6 градусов мороза. Надо вставать и быстренько бежать за дровами. Пойду. Солнышко только всходит. Как вы видите, какое прекрасное утро. Но ветруган ужасный. И на улице мороз градусов 5 или 7. Дрова закончились, сейчас иду за дровами. Почти перетухло, бляха. Я не знаю, как мы распалим тут, что или нет. Печка. Горится она. Печка почти затухла. Осталось там чуть-чуть углей, он почти еле-еле теплая. А на улице мороз, наверное, градусов 7 или 8. Уже земля замерзла возле землянки. Здесь идешь по твердому везде. Так что, я не знаю, раствор наш замерз или нет за землянкой. Может быть, на этом сегодня и закончилась наша работа. Это вопрос, еще нужно будет посмотреть. Хотя я вчера и дырки позашивал кое-где. Но я тебе хочу сказать, сифонило со всех щелей. Вот там такая дыра открытая. Это просто кошмар. Замерз, наверное, в своем спальне. Нет, я в спальнике не замерз. Я тебе хочу сказать, я всю практически ночь думал о том, что писали мне и не мог заснуть. Что писали зрители. А писали они, что, мол, это опасно возле стекол спать. И я думал, такой ветруган, как задует он, как задует. Я смотрю, вот это вот камыш, он, смотри, поздвигало его в сторону. Его прям чуть крышу не поднимало. Я думаю, и линолеум поднимет сверху. Такое ветруганище, это вообще просто кошмар. И он прям в двери сюда боковой дует. Ну просто, слышу, ветки ломаются, деревья падают в лесу. Это просто кошмар какой-то. И погода поменялась, а утром, видишь, ясно. Вчера даже передавали на сегодня дождь, а ну смотри, погода как резко поменялась. Теперь надо поставить чайник хоть. Сейчас наберу водички. Завтрак разогреть. И чайник поставить. Чтобы был горячий чай. Вот это у нас вся вода, да? Я так понимаю. А там нет у нас баклажки, еще ж была баклажка с водой. А? Была, я не помню уже. Супец или картошку, чтобы подогрелась, позавтракать утречком. На улице холодно. Вышел я на 5 минут напилить дров. Пила не пилит, замерзли аккумуляторы, она там стояла.
возле это самое. Ныц. Только начал сразу пилить, хлоп, она выключилась. Хлоп выключилась. И там, хотя я разов, ну, резов с десяток сделал, наверное. Вот. Оно все равно выключается и все. Аккумуляторы позамерзали. Вот и настала зима. А мы, как зрители и предполагали, так и не закончили домик. Дыр полно осталось, а их надо заделывать. Иначе мы тут задубеем. Ну, хотя, конечно, если печку растопить. Вот за ночь я закинул все дрова. Ты видишь, что дров нету? Закончилось все. Ветер такой силы просто ужасный. И сейчас на улицу выходить не хочется. Холодно. Сразу замерз. Эх ты, гадина такой. Возле печечки ему место такое приготовили. Он прям положил. Тут кирпичи теплые. Да, тут кирпичи теплые. Спи. Так, ну что, друзья, будем мы завтракать, наверное. Разогрели. Печечка разогрелась. И сейчас, ну, я картошечки. Леш, будешь картошку кушать? Налажу. Горяченькую. Надо с утра горяченького покушать. Бурячок надо полезненького покушать. Горяченького. Картошечки горяченькой. Юшечки. Насыпай, есть же у тебя юшечки сейчас. Спасибо. Я ночью сегодня, Алексей спал, я ему рассказывал. Проснулся в 3... Не, ну, с вечера задремал и где-то около часа, наверное, проснулся. И картошка так у меня запахла, ну не могу так. Прямо через котелок. Я слышу котелочек тихонечко, крышечка. Чик. Да. Я картошки и потихоньку думаю, что Лешка же не встал, думаю, а то заберет у меня картошку. Ой. Так что я ночью сегодня. Ну, ночь была, конечно, ужасная. Вчера было сыро, полночи шел дождь. Потом поднялся ужасный ветер и мороз. Видите, что ясно сейчас? Вот солнышко сейчас вышло, он уже ясно. И мороз. То есть полночи шел дождь, и полностью идешь, все сухо. Вымерзло все буквально. И почва твердая стала. Так, все, Леш, ложи себе горяченького. Это надо с утреца, и нам нужно будет вчерашний раствор доделать, доложить, потому как неизвестно теперь, что будет дальше. Да. Погодка. Ветер выдувал все тепло из этого. Леш, так что ты говоришь по поводу стола? Хорошо, стол делаю немного выше этого, чтобы было удобнее. Если свою чуть-чуть приподниму кровать на чурочке, там на подставочке какие-то, то ну, почти под верх полочки. Они так Ну будет, да. стол широкий, а на него полочка сразу становится. Ну, то есть она вот как, на таком уровне или ниже чуть Ну, будет? чуть ниже, сантиметров Ну, вот так. 8. Вот так. Ну, в общем, если я даже свою кровать на 10 сантиметров ножки отпилить, я думаю, это будет классно. Ее тоже так сильно задирать, наверное, не надо. Я думаю, что получится хорошо. Это ж мы вот эти вот кровати, вот такие вот две кровати у нас было одинаковых. Я не помню, в каком это году. Где-то в 20-м, да, Леш, году? Или в каком это было? Мы здесь приезжали, и Алексей из дома привозил, у него такой большой шатер есть. Вот. И в этот шатер мы ставили две таких кровати. Посреди столик у нас тоже был, да? Да. И мы там отдыхали. То же самое здесь, ну, в общем, на этом месте. Но потом осталась одна эта кровать. Алексей эту кровать переделал в землянку себе. А эта одна осталась неприкосновенная. Как была, так и осталась. Так, сиди, не сиди.
а надо чем-то начинать заниматься. Время у нас уже сколько? Ты не смотрел? Приступаем к работе. Лед застыл. Так, а что тут у нас? Нет, тут не замерзло нормально. Ну так, на гранях, да? Может, Вон лед сверху был. Я вытрусил, да. так, ладно, я отойду, не по делам. Давай. Баннер. Так как нужно будет вот эту стенку закладывать. Тут Алексей вчера, как вы видите, поставил распорку. Начала, сюда я залаживал, когда глина, и он начала выпирать. И он сделал распорку, чтобы она не выпирала. И пусть стоит, она не мешает. Сейчас сразу буду здесь ложить чурку первую. Попробую, конечно, сколоть, как я хочу. Сюда положить ее вот так, раз. А край надо сколоть, чтобы ровнее подходила. К столбу. Так. Так вот краешек попробую сколоть. Отлично, раз. И вот этот край. Отлично. Видите? Отлично. Больше площадь была соприкосновения. Попробую тут сколоть. Есть. Сколол. Вот так вот он будет. Вот так вот. Отлично будет лежать. Так. Уже делать, можно ли ложить на глину, когда мороз стукнул, чтобы глина не начала рвать на морозе. Опа. Вот так вот. Ну смотри, толстый, вот такой чурочку вот такую вот оставить с этой стороны, а с той стороны полностью чурбан. То есть Ну тогда надо его сделать. Давай я это самое. Сейчас эту забью, сделаем, и потому что такие места я не смогу туда-сюда, как обезьяна, бегать. Бля.
Так, ты сколешь? Ага. Отлично. Слышишь? Может, мы эту сторону сколем? Вот эту, вот эту. Она будет лучше прилегать сюда, краюшек сколоть и все. Все, ложи ее сюда. Я потихоньку постучу. Так. Вот так вот. Что она там села, нет? Ну, тогда пусть лежит. Ну, вот смотри, тут где-то... Ты знаешь, мы ее сделаем так. Сюда заложим, тут срежем, и чтобы она была вот так вот стояла. Да, да, чтобы сюда была вот так вот накладка, да, чтобы она не задувала. Давай. А тут получается... Нет, сейчас я тебе скажу. Смотри, срез должен быть, чтобы она сюда зашла, 15 сантиметров. То есть вот сюда она должна зайти 15, все остальное оставляешь, в общем. И тут же, подожди, надо знать. А ну подожди, сейчас я еще замерю. Так 15, а так длина чурки до столба тоже 15. 15. То есть вот эта часть 15, куда она доходит до сюда. Вот. И все остальное туда. Она всего 32, 15 срезаешь. А что ты перчатки не одел? Я же тебе вчера давал. Руки замерзнут. Не мерзнешь. Ну смотри. Ноги мерзнут. Так на ноги одень перчатки. Ноги не будут мерзнуть. Да. А ну, так, на рассор. Опа. О. Как в аптеке, даже лучше. Ну как? Она еще туда может пройти. О. Еще такую же. Сейчас, да, я замерю. Сейчас я. Так. Чтоб точно так же раствор сюда заходил. Значит, да, это точно так же 15 срежешь. А тут высота
Ну, где-то 14. 14 оставить. Оставить 14. Так. Ну, можно 13 оставить, но не больше. Вернее, больше не надо, лучше меньше. Раствор положится туда и все. Там кто-то живет. Куча. Ну, пусть живут, они сейчас замерзнут. То То замерзнут. Они там размерзнутся, они еще живые, муравьи. Нам не нужны они там. давай. Они уже он дохлые там. Нет, просто спят. Они засыпались сверху. А ну, замерить толщину сколько, чтобы 10 раз не... 13, 14 самое больше должна. Ну вот самое большее. Ну, еще ту бугорок сними, вот этот вот. Если получится. Ну, давай, помери. Отлично. Точно так же сюда. Вот сюда, на эту. Чтобы она к верхней перекладине хорошо села. Маем. Опа. Оп. Так. Потом эти дырки. Может там где-то есть потоньше. Ну, он есть потоньше чурки. Ну вот они вот, не сильно толстые. Может сюда она целая зайдет. Вот смотри, тут диаметром. Не, ну мы сделаем так, чтобы по красоте было и диаметр такой же, как и А, ну да, чтобы туда вышло. потом отколем там. Ну давай. Сделаем так. Ну тут то же самое, 14, 14. И так же, как и там, 15. Это самая толстая, что притянули, да? Да. Не, вот А, вон самая толстая. Ага.
должна быть. Блядь. Не, не так. А как не так? Ты не ту сторону сколол, бляха. Ну, получается, не так. Даже Нормально будет. Давай еще вот эту сторону сколем. Чуть-чуть. Вот эту чуть-чуть. О, вот это сейчас будет она супер стоять. Смотри. ну да. И отлично. Сюда раствор. Как будто так и задумано. Как будто так и задумано. Да? Все, отлично. Ну давай чурку приготовим. Давай это самую толстую чурку. Толстую. Мы в ней вырежем вот этот вот проем. Сильно много вырезов опять получится, что не с той стороны где-то что-то. Примерим лишний раз. 33 так 33. Я просто не пойму, как мы вот ту обойдем у Косину. Обойдем укусину, да. Ну так дай мне сразу размер, я Давай. опять что сразу так. Нет, ты сначала ее режь целую. Потом неудобно будет пилить. Потом мы с середины вот так вот вырежем и выколем ее. Вот. Потом дальше сам. Я не понимаю. Я бы... Так, здесь расстояние, значит, 34. Режь. Даже 32,5 было бы самое классно, если получится. Ну, есть какие-то размеры? Просто так удобно. Да, резать. 16 сантиметров. Откуда? Смотри, вот отсюда 16 сантиметров. Ну, с любого края режь 16 сантиметров. Сейчас, подожди. А ты уже отмерил? Вот 16. Вот 16. Все, режь. Режь, Насколько? значит, насколько. Сейчас скажу насколько. Режь на 13 сантиметров глубиной. Глубину или что осталось? Нет, глубиной вырез. 13 сантиметров. Окей. Смотри, сейчас я тебе полотно замерю, Да я чтобы уже ты померил. ориентировался. 8 будет, 8. И чтоб на 3 сантиметра. Сейчас скажу. И со второго края у тебя должно остаться 4,5 сантиметра. Да, 4,5. Носочком пилы, Леш, вот так. Жих, или вот так вот. Жих, вот это вот выбрать надо. Ну, тут в середине. Ты ее вот так вот. Не, Так да. не нашкрябай. Тихо. Только не отломай тут этот самый. Давай я придержу, чтобы он не грохнулся.
Класс? Да. Ложу эту чурку, беру. Опа. Я могу уже отсюда еще этот лист прикрутить. А? Я могу еще один лист прикрутить отсюда. Это вот самые такие геморройные места. Да, вот, типа ничего. Это вот на те пятачки. Ну вот уже как с этой стороны. Сейчас, если достану еще. Перекладину верхнюю, да? Да, хочу. Отлично. Примерно так. Вот так вот оно все будет выглядеть. Раствора практически нет. Я тут сошкребу все. Поставь ее на ней. Она уже замерзла, ты видишь? Все. Еще пару лопат есть. Там надо трубу обложить. Так, теперь растворчика чуть-чуть. Опа.
камушков. Так, все, затягиваю баннером, чтобы оно сохло хорошо. Есть. Так. И этот кусок тоже я прицепил. Сейчас хорошо его обобью, чтоб не сорвало его ветром. Ну и все выглядит вот так, друзья. Видите, затянул я баннером здесь, там доложил. Раствора, как вы видите, нету, пусто. Здесь тоже этот угол затянул баннером. Вот он. Ну и все. Хотели мы сегодня еще дверь установить, но не получилось, и не взяли мы с собой пены. Поэтому останемся без дверей. Будем так. А вы, как видите, уже срывается снег. Алексей там пытается насеять. Ракушку. Но, наверное, ее уже много не насеешь. Может быть, на один замес. Не знаю, если будет погода хорошая, не будет заморозков, можно будет еще что-то сделать. Но пока как-то так. На улице мороз, градусов 7, наверное. Все пообмерзало уже. Зачем аккумуляторы тянуть домой, если можно здесь их использовать? Тем более их будет легче нести. Они же будут без электричества. Конечно, я всегда так стараюсь делать. Ух ты, бля, а что ты такая тяжелая? Это ж хорошая. 32, да? Да. Вообще не точно, вообще. Ну, вытащи аккумулятор. Уже на подходе. Не дави. А? Не дави. Пару новых. Тепленькие. Главное, один этот теплый, а этот не очень. Непонятно. Что тут лежит? Есть. И, конечно, тоже нужно будет сложить где-то под навес туда, чтобы они не мокли, если дождь будет идти. Потом, чтобы их сырые не ложить в стену. 32.
И последняя будет чурочка. Вот так вот. Сейчас мы ее с этой стороны. Вот так вот. Я не знаю, у нас пакета нет никакого. Мыши могут завестись тут там. Дело в том, что их лучше всего оставить на улице. Вот так вот, они сухие. Надо. Я хочу эту ракушку сюда принести под навес. Ну на, где что там влезет. Ну тогда значит тоже рядом с ракушкой под навес. Вот мне вот эти доски. Был бы, если бы, конечно, баннер, можно было бы на баннер высыпать. Хорошо бы. А? Можно на это достать его, перевернуть и на него туда под стеночку высыпать. Ну, он просто грязный. Ну-то и то так. На. Вот. Давай развернем. Как? Вырез. А? Ну, вырез. Так, стенки. Шуп. Под стенку сыпали. Вот так, о. Все. И сюда можно и песок сыпать, и... Мокнуть не будет, Это да. можно перемешивать на все один. Да. Так, сделаю чайку на улице. Напилился. Замерзли руки. Ветер сильный. И напилился, и наложился. В общем, замерз, будем говорить. Сейчас хочу чайку сделать себе. Попить горяченького. Кипяток как раз закипел на печке. Алексей там сейчас пилит. Потом я пойду тоже попилю. Посадить надо аккумуляторы, так как остались аккумуляторы не посаженные, пильные. Поэтому, чтобы их не нести домой, то мы их посадим. Алексей, покуда я здесь ложил, занимался там, насеял песочка немного. Или ракушки, если правильно сказать.
Но я тут занимался кладкой и залаживал трубу. Дымоход, короче говоря. Постарался так, чтобы ее обложить, чтобы она уже там сидела в растворе, высохнет и будет сидеть крепко в растворе. Чтобы можно было, если прийти, там дымоход еще нужно, вертикальную трубу установить повыше, потому что если сильный ветер, то забивает обратка, бывает сюда, и бывает запах здесь землянки дыма. Поэтому нужно сделать ее выше еще на метр, дымоход, чтобы хорошая тяга была вверх. Так как здесь, как вы видите, еще и, будем говорить, 90 градусов, вот такой вот поворот, видите, вот он. Если бы здесь был хотя бы 45 градусный, а так 90 градусов. Вот. И здесь она где-то 1,5 метра труба длиной, но она идет немножко уклон туда вверх. Алексей там пилит, слышите? Но я пока чайку попью, а потом пойду его сменю. Хватит и все. Может, на 2 сильно. Ее уже все равно надо подправлять. Уже, ну еще пилит нормально, но уже она слышно, что. Конечно, это ж, во-первых, электрическая и непрофессиональная цепь. Во-вторых, сколько все-таки мы пилим дуба. Ну да, и один дуб, в принципе, один дуб. И обычная настоящая бензиновая, там, она тоже так много не сдюжит. Да не, ну то ее недолго пилят, ее все равно даже лесники или кто там специалисты, они с собой берут инструмент и правят ее прямо на месте. Ну да. Да, что, собираем, да? О, кстати. Вот основное собрал, я думаю, что еще вот допилить, потом сгрести до кучки и собрать. Это вообще, опилки это классная вещь. Опилки можно даже в цемент добавлять, делать такие растворы теплые. Это классная вещь. Кстати, дома, когда я делал, но я не опилки, я опилки добавлял туда и гранулы такие пенопласта. И получался такой раствор легкий-легкий. Вообще один цемент, ну цемент, песок и гранулы. Вот эти вот. Ну так лопатой его берешь, он никакой. И пол заливал сантиметров 25-30 такой толщины. И на него сейчас вот так вот становишься, если без линолеума, чистой ногой, раз на него стал, и минуты 2-3 постоял, и такое ощущение, как ты вроде на что-то тепленькое стал. Прогревается сразу. Не знаю, как этот раствор называется правильно. Ну, в общем, я такое делал. Деревянные полы срывал, гнилые, и заливал такой бетонный пол. Он не бетонный, а как уже правильно его назвать? Теплый пол. Так, ну и, по-моему, это последнее бревно осталось. Допилить надо. 32. Так, пойду, наверное, оденусь. Ветер начал холодный подниматься. Фух.
сюда надо сложить и чурочки. Как вы видите, какой ветер. Ветруган просто-напросто. Всю ночь он такой дул. Еще и мороз градусов 7 был, наверное. Ну и сейчас градуса, наверное, 4 мороза тоже. Видите, снег падает, берег уже замерз. Взялся льдом. Вот видите, уже лед. Ведро уже наладаном дышит, уже все покоцалось. Опа. Ведро уже разлазится. Еще трошки осталось. Можно еще немного попилить. Так, а кто у нас здесь за вкладом? Причем ракушка. Значит, бревнышко. Самое дорогое. Это ценная порода дуб. Вот. Уже сухой. Высушенный дуб. Это дубовая крошка, опилка. Это вообще Очень полезное ценный. лекарство, настойки можно Настойки, коптить, делать, ну просто это незаменимо. Ну а это ракушка. делать. Это ракушка. Правильно, и ракушка, и ракушка в одном флаконе. Так что надо, ребята,
ребят, кому надо, обращайтесь. По сходной цене. Да, Почти. правда, самовывоз, друзья. Так, все, последнее ведро. Ракушки. И ракушки, и ракушки. Все. Запас есть, так что можно будет работать. Опа. Фух. Фу, подустал я. Так, осталось немного картошки. Я думаю, поставить ее подогреть, да поедим картошку, если кто хочет. Тепленько. Выбрасывать не хочется. Вкусная, хорошая картошка. Поэтому хлеб и тоже остался. Так что можно будет еще покушать перед дорогой. Перекусить пока. Ну что ты, все, закончил? Ну уже напилил там. Вот тут, что тут, тополь или какое Ну да. толстое дерево. Ну да. Нарезал, ну дров хватит на неделю, наверное. Ну это хорошо. Так, что, собираемся? Все, двери закрываются. Заготовку сделали. Песок, опилки, чурки, дрова. Все, друзья. На этом буду заканчивать видео. Мы собранные, как говорится, упакованы полностью. Все, до свидания. Не забывайте подписываться на мой канал. Пока, друзья. Все. До свидания.